Добрый день, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Вдогонку к предыдущему видео покажу еще одно видео, которое очень просили показать, а именно устройство кареток на вязальной машине Silverit SK280 SRPN 60. У меня машина Зингер, многие заостряют на это внимание. Да, она Зингер, она у меня японская, но устройство абсолютно такое же, как и на китайском Silverit. То есть по внешним параметрам они никак не отличаются. Итак, что мы видим на каретке? Ну, в первую очередь, это у нас диск, регулятор плотностей, который вращается и позволяет нам менять плотность на ту или иную, да, в зависимости от той пряжи, которую мы с вами вяжем. Дальше у нас есть сдвиг. То есть сейчас у меня моя каретка находится, да, этот рычаг находится по центру на нуле, ну или буква О. При таком положении у нас машина вяжет кулирную гладь. Дальше мы видим влево и вправо обозначения буквенные. У каждой вязальной машины есть своя инструкция. Конечно же, в любом случае новичкам и тем, кто только приобрел машину, я рекомендую очень тщательно изучить инструкцию, потому что, не зная своей машины, ну, можно очень долго ходить и учиться. Итак, положение буквы F. Если мы ставим рычаг на каретке в такое положение, в этом положении мы вяжем жаккард. То есть узор в два цвета, да, который имеет протяжки с изнаночной стороны. Далее у нас буковка L, она обозначает панч-лейс, то есть сложный ажур. Тоже вяжется в две нити. Одна нить у нас идет толстая, вторая более тонкая. Центральное положение, как я уже говорила, это у нас вязание кулирной глади. Дальше у нас идет буковка SG, это у нас при определенном нажатии либо холостой ход по верхней игольнице, да, либо вязание двухфантурного жаккарда, либо вязание слипа. Буковка Т это у нас стук-пресс, то есть фанговые переплетения. При таком положении у нас образуются накиды по задней игольнице. Так, что еще хочу рассказать. Дальше у нас идут вот такие вот рычаги металлические. Их еще называют рычагами Рассела. Они отвечают за частичное вязание. Да? Что такое частичное вязание? Это когда у нас иглы, выдвинутые в переднее нерабочее положение, при включенных рычагах провязываться не будут. На этой машине у нас есть два рычага, в отличие от вязальной машины Бразер. То есть мы можем настраивать каретку таким образом, что у нас частичное вязание будет вязаться в одну из сторон. Либо, допустим, если вы выводите иглы с одной стороны, то вам не нужно их вводить обратно, они у вас с другой стороны будут провязываться. Но это я к тому, что если, допустим, кто-то делает кромочную петлю косичкой. Так, дальше у нас на каретке есть боковые рычаги. Их два, слева и справа. Есть у нас положение 0, либо кружочек, и треугольник. То есть в рабочем положении, когда мы вяжем кулирную гладь, у нас всегда эти рычаги находятся на нулях. Если мы работаем с перфокартой, то оба рычага у нас включены на треугольник. Если мы, к примеру, хотим вязать холостой ход в одну из сторон на нашей машине, то мы включаем положение S, ручку выбора узора на положение S, и один из этих рычагов мы включаем на треугольник. При таком раскладе у нас в одну сторону машина будет провязывать лицевую гладь, в обратную сторону будет идти просто холостой ход. Ну, мы используем это, допустим, когда вяжем полый шнур, да, айкорд, либо настраиваем машину на вязание репса, к примеру. Ну, то есть масса таких вот возможностей. Так, дальше еще что хочу показать. Хочу показать барабаны, которые нам нужны для того, чтобы работать с перфокарточным устройством. Вот девушка Светлана из Пакистана спрашивала, у нее проблема именно с перфокартами. Не работает перфокарточное устройство. Возможно, что проблема как раз-таки именно в этих барабанах. Недавно у меня была ученица, у которой тоже были сбои по перфокарте. В итоге, когда мы посмотрели, вот эти вот металлические клинья были просто согнуты. И на одном из барабанов была намотана нить. Поэтому внимательно следите за этими деталями, чтобы у вас никакая нитка, никакая ворса здесь ни в коем случае не намоталась. И вот эти вот все металлические части должны быть идеально, абсолютно ровными, то есть с двух сторон.
потому что замена девочки обошлась в 2000 рублей за каждый барабан. Ну, то есть вы понимаете, насколько это важно. Так, теперь возьмем каретку, которая у нас относится к передней игольнице. Что мы видим здесь? Здесь мы видим также два боковых рычага. Они у нас тоже отвечают за частичное вязание. То есть в положении 2 у нас иглы, выдвинутые в переднее нерабочее положение, будут провязываться. А если мы поставим на положение 1, то есть опустим вниз, иглы в переднем нерабочем положении провязываться не будут. Далее у нас есть вот такие автоустановочные рычаги. Они имеют два положения, единица и 0. Что они нам дают? Они нам также дают возможность вязать холостой ход в одну из сторон. Либо в левую, либо в правую. Либо, может, вам вообще не нужно вязать на передней игольнице. Вы можете оба рычага поставить на нули, и тогда иглы не будут провязываться. Либо здесь есть еще такая маленькая хитрость внизу на нашей каретке. Здесь есть ползунковый рычаг. В данный момент он у меня стоит на единице. То есть в таком положении моя каретка вяжет, если у меня оба установочных рычага стоят на единице. Но если я ползунковый рычаг поставлю в положение 0, это делается очень просто, пальцем отодвигается, то моя игольница передняя в таком положении провязывать петли не будет. Будет работать только задняя игольница основная. Поэтому если вам нужно, чтобы ваши иглы по передней игольнице вязали, у вас стоит рычаг на единичке. Если вдруг не нужно, можете ставить на 0. Но не забывайте возвращать его обратно. Также у нас здесь есть еще второй рычаг. Так, я думаю, видно. И он стоит у меня сейчас в положении стрелочка. То есть в таком положении у меня петли просто провязываются лицевыми. Также вы видите второе положение, это положение накид. Если мы поставим его в такое положение, то на иглах по передней игольнице у нас будут образовываться накиды. Когда я использую этот рычаг? Когда, допустим, я вяжу жемчужную резинку, я устанавливаю один из автоустановочных рычагов на 0 и ставлю рычаг в режим накидов. И тогда получается, что по передней игольнице у меня в одну сторону образуются накиды, во вторую сторону у меня провязывается лицевая гладь. Да? То есть мои накиды провязываются вместе с петлями по основной игольнице. Также здесь есть диск с регулятором плотности, как и на основной каретке. То есть ни для кого это, наверное, не ново. Ну, наверное, пожалуй, и все. Я даже не знаю, что еще можно рассказать, потому что если детально рассказывать про каждое переплетение, это будет очень долго и, наверное, не очень информативно. Даже будет информативно, неправильно выразилась. Ну, не знаю, как бы кому это будет нужно. В любом случае, вы читаете свою инструкцию и смотрите на свои каретки, изучаете их. Так, что еще хотела показать по основной каретке и забыла. Это вот этот маленький рычаг со стрелкой. При нажатии на этот рычаг у нас поднимается крышка каретки. Для чего это нужно и в каких ситуациях использую я, да, данный способ? Смотрите, бывают ситуации, когда вы, допустим, вязали, и где-то в середине полотна у вас каретку просто заклинило. Ну, возможно, попался узелок в пряже. Такое тоже, поверьте, имеет место быть. Тогда мы просто приподнимаем крышку и проходим кареткой. При этом она не сбрасывает петли, которые у вас находятся в рабочем положении на иглах. И таким образом вы проходите и можете исправить ту или иную оплошность. Также я использую этот рычаг, когда я вяжу двухфантурный жаккард, и мне, допустим, нужно вывязать горловину. Одну часть я заканчиваю, мне необходимо вернуться ко второй. Так вот, считывающий ряд я как раз таки делаю при поднятой крышке и включенных боковых рычагах на треугольнике. Ну, это нужно, конечно, тоже все показывать на практике, потому что так сразу, наверное, это сложно усвоить. Так, и еще мостик покажу, однофантурный. Вдруг тоже пригодится. Ну, то есть у нас есть мост для однофантурного вязания. На мосту мы видим щетки вивинга. Эти щетки у нас опускаются при нажатии на белую клавишу, то есть они опустились вниз, то есть можно вязать вивинг. Либо, допустим, если вы вяжете
первый наборный ряд без бросовой, без гребенки оттяжной, то тоже можно воспользоваться этими щетками. Они прижимают петли к иглам и позволяют им провязываться. Также у нас есть красные вот эти вот направляющие. Они нам также необходимы для того, чтобы вязать вивинг. В обычном режиме сюда заводится просто толстая нить для вивинга. Также у нас на мостике имеются нитеводы, да, первое окошко и второе. В первое мы заводим основную рабочую нить и закрываем. Если мы, допустим, вяжем панчлейс либо жаккард, то вторая нить у нас входит во второе окно. И здесь она просто входит и никак не фиксируется, то есть замка нет. Также у нас здесь есть возможность вязать платинг. Там есть отдельное отверстие, через которое заводится основная нить платинговая. И заводится вторая нить в первое окно. Ну, то есть вот как-то вот так. Также еще на сильвере у себя с обратной стороны на каретке вот здесь также были щетки. Я их убрала, потому что эти щетки, они мешали мне работать. Очень часто нить за них цеплялась, запутывалась, либо происходил обрыв нити, либо вообще, то есть срезалось все полотно. Поэтому я их убрала. На работу это никак не отражается. Все прекрасно вяжет и работает. Убрала и спрятала в дальний ящик, скажем так. Ну все, девчонки, я надеюсь, что на все вопросы, которые у вас были ко мне по поводу кареток, я ответила. Если на что-то я не ответила, значит, пишем в комментариях. Будем еще работать дальше и смотреть на то, что можно будет еще вам в дальнейшем показать. Ну, а я с вами прощаюсь, как обычно. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на меня, включайте уведомления. Есть пожелания, пишем свои комментарии. Я прочитаю и обязательно отвечу. Всем добра и до новых встреч!